Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот такой интересный бабушкин квадрат. Бабушкин квадрат состоит из двух цветов и вяжется одновременно от двух клубков. И благодаря этому из бабушкиных квадратов, связанных от двух клубков, можно составить необычные сочетания узора. Сейчас я прикреплю схему бабушкиного квадрата. Может быть, кто-то сам разберется и свяжет без моей помощи. Ну а если у вас возникнут сложности, можете посмотреть мой видеоурок. Так выглядит квадрат на лицевой стороне и на изнаночной стороне. Вяжется он не по кругу, а поворотными рядами. Из-за того, что нам приходится каждый ряд, половинку ряда вязать одним цветом, половинку ряда вязать другим цветом. Сейчас я хочу показать, какие изделия вяжут с помощью именно вот такого двухцветного бабушкиного квадрата. Надеюсь, вам понравилась эта интересная идея связать бабушкин квадрат из двух разных клубков. Давайте попробуем вместе свяжем этот необычный бабушкин квадрат. Размер готового моего мотива, состоящего из 4 рядов, равен примерно 8 сантиметров. Ну, чуть меньше, чем 8 сантиметров, 7,8 где-то. Начинаю вязать бабушкин квадрат. Для этого я использую пряжу Yarnart Jeans двух цветов, зеленый и красный, и крючок номер 2. Начинаем вязание от зеленого клубка и делаем кольцо амигуруми. В кольцо амигуруми я набираю, как в обычном бабушкином квадрате, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом, три воздушные петли, 3 столбика с накидом. И еще одну воздушную петлю. Все вязание откладываю от зеленого клубка, присоединяю красный клубок. Просто в кольцо амигуруми добавляю красную нитку и делаю обычный узелок. Главное, чтобы хвостик остался внутри этого узелка, не вышел никуда наружу. Так, красный цвет присоединила. Хвостик остается вот здесь, под вязанием. Красным цветом начинаю вязать 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 столбика с накидом. 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. 3. 1 воздушная петля. И теперь нам нужно соединить красный и зеленый уголки. Для этого я делаю накид, вяжу полустолбик с накидом в 3-ю воздушную петлю вот этой цепочки начальной зеленого цвета. Раз, полустолбик с накидом провязываю, 2. Все вязание сюда откладываю. Перехожу к зеленому цвету, красный здесь остается, перехожу к зеленому цвету. И также у меня воздушная петля здесь уже связана. Я делаю накид, вяжу полустолбик с накидом в цепочку из 3 воздушных петель, в 3-ю воздушную петлю. Раз, 2. Первый ряд готов. Можете посмотреть, как он выглядит. Это как раз как обычный бабушкин квадрат, только по диагонали он делится на 2 разных цвета. Теперь я хочу затянуть пряжу зеленую в кольцо амигуруми. Так подтягиваю за колечко. И я не хочу, чтобы оставалось у меня большое отверстие, поэтому я максимально ее подтянула. Хвостик подтянула, чтобы у меня не было отверстия.
Приступаю к вязанию второго ряда. Здесь главное не запутаться. Каждый ряд вязания буду поворачивать. Делаю 3 воздушные петли. 3. Поворачиваю вязание и на изнаночной стороне, на внутренней стороне, не на лицевой, продолжаю вязать квадрат. 2 столбика с накидом. Одна воздушная петля. Здесь вяжем обычный уголок, как у бабушкиного квадрата. 3 столбика с накидом. Три воздушные петли, 3 столбика с накидом. Делаю опять воздушную петлю и вяжу 3 столбика с накидом уже под красный полустолбик, вот сюда вот, в эту часть. 1, 2, 3 и воздушная петля. Вставляю зеленую пряжу и начинаю дальше вязать красной пряжей. Для этого нужно подтянуть вот эту петлю, которую я здесь оставляла. Вот. Разворачиваем вязание на изнаночной стороне. 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Одна воздушная петля. Переходим вот сюда в угол. И здесь вяжу 3 столбика с накидом. Три воздушные петли, 3 столбика с накидом. Одна воздушная петля. Перехожу в часть, где встречается зеленая и красная пряжа, и здесь начинаю вязать 3 столбика с накидом. Одна воздушная петля, делаю накид и вяжу в 3-ю воздушную петлю полустолбик с накидом. Красная часть вязания закончена, возвращаюсь к зеленой части. Здесь у меня была связана одна воздушная петля, делаю накид и в 3-ю воздушную петлю подъема вяжу полустолбик с накидом. Готовы теперь и зеленая, и красная части. Я связала 2 ряда. Теперь становится более-менее понятно, как дальше вязать квадрат. Опять отдельно вяжем красную и зеленую части. В 3-й ряд набираю 3 воздушные петли, разворачиваю вязание и вяжу 3 столбика с накидом. Одна воздушная петля, сюда 3 столбика с накидом, одна воздушная петля под цепочку из воздушных петель, уголок обычный вяжем, 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Одна воздушная петля, под эту петельку 3 столбика с накидом, одна воздушная петля, 3 столбика с накидом, вот сюда вяжу опять под полустолбик зеленого цвета. 2, 3 и одна воздушная петля. Красная часть окончена.
переходим к вязанию зеленой части. Затягиваем петлю, набираю 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Одна воздушная петля, 3 столбика с накидом, одна воздушная петля, в уголок вяжу опять 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Воздушная петля, 3 столбика с накидом. Воздушная петля, под красный полустолбик вяжу 3 столбика с накидом, воздушная петля и полустолбик с накидом в первую цепочку из воздушных петель. Зеленая часть окончена, и чтобы закончить красную часть, мне нужно связать полустолбик с накидом, соединить вязание ряда третьего. Продолжать нужно точно таким же образом вязать следующие ряды до того ряда, когда вас устроит размер квадрата. Квадрат вяжется как обычный бабушкин квадрат. Единственная цепочка из 3 воздушных петель в углу заменяется на воздушную петлю и полустолбик с накидом. И также соединяются 2 цвета в один ряд. Я надеюсь, вам понравился видеоурок. Идея этого квадрата очень интересная. Под видео я оставлю ссылки на другие бабушкины квадраты, которые я вязала до этого. Посмотрите, если вам интересно. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.